Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чангук, о чем ты там подумал? Девятое место. Чангук просто увидел своего парня и сразу заулыбался. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Тэхён и Чангук на Гавайях. Ничего особенного. Чимин и Чангук в Японии – это любовь». Разбираем двойные стандарты. И где же тут логика, а? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Им удобно, а нам остается только стесняться. Седьмое место. У глаз Чангука премиум подписка, как и у рук Тэхёна. Шестое место. Поведение пары. Все взгляды Чангука только для Тэхёна. Если хочешь знать, любит ли тебя кто-то, посмотри в глаза, они не обманут. Пятое место. Какие же они магнитики? Четвертое место. Забота. Пришел вам напомнить этот момент. Так Чангук внимательно следит и слушает своего Тэхёна. Самый внимательный и заботливый бойфренд.
Третье место. Новости. Эль Джапен пишет: совершенство до кончиков пальцев. Тэхён входит в список корейских мужчин-айдолов и актеров с красивыми руками. Список от мужественных рук до длинных, нежных пальцев, красивое лицо и высокий рост. Это само собой разумеющееся, но теперь внимание привлекают и мужчины с красивыми руками. От Тэхёна до Джэхёна до Кёма, Сон Кана и Гон Ю мы отобрали айдолов и актеров кей-поп с красивыми руками, которые заставят вас влюбиться, даже не осознавая этого. Даже его руки невероятно популярны как в Корее, так и в Японии. Руки Тэхёна характеризуются тонкими, длинными и красивыми пальцами, а его фирменная поза возможна благодаря этим красивым пальцам. У его рук есть свой фандом. До легендарных эфиров Чангука осталось совсем немного. Это сторис японской каллиграфистки-декоратора из Осаки, Яшими Аки, в Инстаграм. Ранее она говорила, что очень любит Тэхёна, и у нее много работ, посвященных ему. На видео целая коллекция с интерпретацией на тему Ви. Похоже, она выбирает, какие взять на персональную выставку. Тэхён вдохновляет. Как можно быть таким прекрасным? Японский телеканал TBS TV сообщил, что в ознаменовании первой трансляции фильма «Чангук I Am Steel» они разыграют набор из 3 блокнотов с прекрасным дизайном постера и шариковую ручку с именем Чангука среди 20 человек. Японцы вовсе готовятся к первому показу на ТВ. Приятного аппетита обедающим! Официальный аккаунт Seoul Travel Guide в Instagram Seoul. Out Korea и Out Korea. Explores. Тэхён через годы. Маленький Тэхён никогда не мог себе представить, что однажды он покорит сердца людей по всему миру. Став стажером Big Hit, Ким Тэхён, покорив мир своим глубоким вокалом, харизматичным сценическим обаянием и непревзойденным артистизмом. Это же терапия. Национальный парк Бакхансан в Сеуле, в котором находится лес, посаженный в честь Юнги, выбран Министерством окружающей среды и Службой национальных парков в качестве места для проведения свадеб. Примечательно, что свадебные декорации стоят прямо возле таблички «Форест Суга». Можем ли мы считать, что правительство страны создало официальную зону для всех невест Юнги? Можем. Им просто хорошо и комфортно рядом друг с другом.
Не могу дождаться сюрприза по случаю возвращения Тэхёна. Реакция фанатов, когда Тэхён поделился отрывком из караоке-клипа на PD с шоу на YouTube. В воскресенье, 26 мая, Тэхён загрузил в Instagram историю с Наянг PD, поющим песню Letter from a Private Kim Kwan Soka. Клип, который загрузил Idol, взят из сцены YouTube-канала Наянг PD, а продюсер пел песню в караоке. Когда эта история попала в интернет, фанаты и пользователи сети были в восторге, узнав, что кумир смотрит эпизоды продюсера. Однако фанаты также не могли не строить теории о том, что могла бы означать эта история. Вот несколько реакций фанатов по этому поводу. На PD: не могу дождаться его сюрприза по случаю возвращения Тэхёна. Помнит ли Тэхён, что ходил в караоке с Напиди перед своим уходом на военную службу, поскольку приближается его увольнение из армии? Я не могу дождаться их нового воссоединения, осталось всего 12 дней. С нетерпением жду возможности посмотреть еще одно великолепное шоу с вами обоими. Я обожаю их отношения. Надеюсь, он будет больше участвовать в реалити-шоу после зачисления. Все очень ждут Тэхёна и новых проектов. Также мощно и решительно отправляемся в сегодняшний день. Намджун в Instagram репостнул статью Billboard о своей победе на премии AMA и статью Янхэ о том, что все участники BTS снимут военную форму в июне. Он написал: «Прошло немало времени». Текст из поста Billboard. Намджун выиграл в номинации «Любимый кей-поп-артист» на American Music Awards 2025. На церемонии American Music Awards AMAs 2025 года, одной из 3 главных музыкальных премий США, Намджун получил награду в категории «Любимый кей-поп-артист», обойдя Джимина, Рози, Stray Kids и Атис. Его второй сольный альбом «Right Place» Wrong Person, вышедший в прошлом году, получил высокую оценку критиков и вошел в многочисленные списки лучших альбомов года. Намджун также был признан первопроходцем альтернативного жанра в кей-поп. Это стало настоящим прорывом для индустрии. BTS вошли в историю в 2021 году, став первой кей-поп-группой, получившей звание «Артист года» на AMAs. Позднее была введена отдельная категория «Любимый кей-поп-артист», что еще раз подтвердило влияние кей-поп на мировую музыкальную сцену. Давайте вместе отпразднуем эту новую главу в пути Намджуна. Так удобно и уютненько тебе, Чангук, мы все понимаем. Тэхён в подборке GQ Корея. Любимое упражнение знаменитости. Тэхён, Чаину, Имсиван. Текущая программа физических тренировок The Boys 4. Даже во время службы в армии Тэхён постоянно выкладывал в социальные сети фотографии своих тренировок, демонстрируя серьезность своего отношения к спорту. По сравнению с его стройным телом до призыва, линии его плеч и мышцы рук определенно стали более широкими. Масон Хо, бодибилдер и персональный тренер, рассказал, что был удивлен, когда опубликовал в социальных сетях фотографию тренирующегося Тэхёна, которая сразу же набрала 1,73 миллиона лайков, а количество его подписчиков увеличилось на 40 тысяч. Если вам интересно увидеть возвращение Ким Тэхёна в накачанной форме, то июнь уже не за горами. Всему миру интересно это увидеть. У меня все время возникает вопрос, как так можно мило-примило кушать? Зреет ответ:
Если сильно кого-то любишь, то все, что он делает, кажется тебе милым-примилым всегда. Диалог между двумя этими парнями продолжается, где бы они ни находились и чем бы они ни занимались. Их диалог друг с другом продолжается в тех песнях, которые они пишут сами и которые они, конечно же, посвящают друг другу. Их диалог продолжается, когда они поют песни, написанные не ими, но словами этих песен, написанных не ими, они все равно обращаются друг к другу. И, конечно, признаются друг другу в любви с помощью этих песен тоже, которые написаны не ими. Диалог между двумя этими парнями продолжается даже тогда, когда они ничего не говорят друг другу. И даже тогда, когда они не смотрят друг на друга. И даже тогда, когда они находятся на большом расстоянии друг от друга в разных городах. Или в разных странах. Диалог между двумя этими парнями не прекращается никогда. Посмотрите на Джина, когда он слушал сообщение от Хосока. Хосок сказал: «Наш Джин – тот человек, кто всегда заставляет всех смеяться. Я уверен, вам было просто весело смотреть шоу, но он всегда долго и упорно думает о том, что он может сделать, чтобы армии были счастливы. Он безнадежный романтик, который думает только об армии. Он делает все возможное даже в самые трудные моменты, и когда он оказывается в незнакомой обстановке, он гармонично в нее вписывается. Вот такой наш Джин. Ты сделал всех нас очень счастливыми. Спасибо за всю твою тяжелую работу. Я люблю тебя». Джин ответ: «Хосок, спасибо. Приятно, когда кто-то из участников говорит мне такое». Внимание на такого Чангука. Любовь Тэхёна к животным. Сердце Ким Тэхёна полно любви к животным. Его нежные моменты с большими и маленькими существами незабываемы. Ким Йентон, его вечная звезда, Лэ Йоува, хранит драгоценные воспоминания о Тэхёне с его любимым Йентоном, где он обнимает его и посвящает свой альбом своему пушистому малышу. Объятия Симбы. В 2023 году Тэхён тепло обнял Симбу, собаку в Симба Кёри, демонстрируя свою естественную связь с животными. Любовь к корги. В шоу Run BTS Тэхён дрессировал корги по кличке Чопа, осыпая его лаской. Маленькие существа. Во время одного из эпизодов Run BTS он нежно спас насекомое, призывая его «иди живи». Доброта Тэхёна согревает каждое сердце. Как мало нужно для счастья быть рядом, дышать с ним одним воздухом, слышать одни и те же звуки и смотреть в глаза друг другу, понимая, что это навсегда.
Джин поделился своими мыслями о завершении шоу Run Sec Jin через свое агентство Big Hit Music, сказав: «Это была отличная мысль, я размышлял о том способе, с помощью которого мог бы показать себя поклонникам, которые так долго ждали моего увольнения. Были и сложные моменты, но в целом было весело открыть для себя ту сторону, о которой я и не подозревал. Я хочу поблагодарить всех гостей, свою команду и больше всего Апму, которые любили и поддерживали Run Sec Jin. Благодаря вам он длился долгое время, я был счастлив в эти дни». Самыми запоминающимися эпизодами Джин выбрал восхождение на гору Хала и сцены боевых действий. Джин пошутил: «Когда мы поднимались на гору Хала, вся съемочная отставала от меня, поэтому они дали мне камеру и сказали идти самому Хасок». Также выразил свои чувства в видеообращении в финальном эпизоде шоу Run Sec Jin. Кажется, кто-то выпал из кармашка. BBC News. Тэхён – лидер по количеству лайков в Instagram в 2025 году. Тэхён, который должен демобилизоваться из армии 10 июня, установил очередной рекорд номер 1. Это самое большое количество лайков в Instagram в мире в 2025 году. В посте речь идет об отчете Тэхёна о выживании от 23 февраля с подписью: «Сержант Ким, я пришел сообщить, что я жив. Сегодня 107-й день до дня Ди. Я вернусь здоровым в теплую весну», а также фотографиями со службы. Публикация набрала 10 миллионов лайков всего за 11 часов. Вчера он установил новый рекорд, превысив 16 миллионов лайков. Ловите этот шикарный эдит с Чангуком. Неудивительно, что Чангук был назван одним из самых сексуальных мужчин на свете. Взгляните на некоторые фотографии Чангука, на которых он был неоспоримо сексуален. После того, как были опубликованы эти фотографии, интернет уже не был прежним. Чувствую, нам всем необходимо это видео. Эти образы Тэхёна такие легендарные.
Нет, но он реально золотой. То, о чем я думаю, когда говорят лицо с субтитрами. Такой хозяйственный парень. Всегда, когда я читаю о том, что он неискушенный ангел, мне хочется кричать, что посмотрите, да вы только посмотрите на его умение искушать. Это не то, чему можно научиться, это всегда при нем, и только он знает, чем решит поиграть в следующий момент. Горячо стрельнуть глазами, капризно округлить пухлые губы, толкнуть язык за щеку или дать ему свободу, игриво мазнув по кончику рта. Если добавить к этому, что он умеет давить какой-то покоряющей аурой, то такой Тэхён — это тяжело. Но приятно. Но тяжело. Ну вы поняли. Срочная необходимость залипнуть друг на друге. Перед уходом на военную службу Чангук лидировал в чартах со своим сольным альбомом. Поэтому после окончания военной службы он, как ожидается, вернется на мировую сцену и продолжит свою популярность. Сказал репортер Ким Хён Хи. Тэхён очень нравится многим журналистам. Это неудивительно, ведь он всегда очень дружелюбно и просто общается со СМИ, чего не скажешь о многих артистах. Деятельность BTS после службы в армии станет началом новой эры, сочетающей в себе выдающиеся сольные проекты, которые подчеркивают индивидуальные таланты с динамичной синергией группы во время их полного возвращения. Этап после окончания военной службы знаменует собой новую главу, включая как сольную музыку, так и совместную групповую деятельность, укрепляя их статус культурных икон. Было упомянуто, что Чангук должен возобновить свою глобальную деятельность и сохранить свою популярность после окончания службы. Второе место. Это так интимно. Он осознанно решил его смутить. А вы тоже ощущаете себя немного лишними, смотря на эти фото?
Первое место. Тэхён буквально, это мое. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.